Пришла пора отправляться в очередное путешествие. И сегодня мы едем в настоящую жемчужину из сердца Марокко. Старинный прекрасный Марракеш. По нашей традиции, которая работает во всех странах, останавливаемся на заправке, пьем кофе, отдыхаем и двигаемся дальше. Платная дорога от Касабланки до Марракеша длиной в 230 километров обошлась мне в 80 дирхам или $8. Ехать нужно осторожно, хотя на дороге не видно ни камер, ни полиции. Как только вы выезжаете с платной трассы, тут же стоят полицейские, которые останавливают вас. Марракеш – древний город, который служил столицей государства до 17 века. Он был основан в 1062 году во времена правления арабской династии Альморавидов. Название Марракеш происходит из берберского языка. Именно от испанского произношения этого слова «Мароккос» в европейских языках произошло название страны Марокко. Население города составляет 952 тысячи человек, что делает его четвертым по численности населения в стране. Величественная архитектура Марракеша привлекает внимание своей старинной Мединой, окруженной стенами, и площадью Джем-эль-Фна, признанной ЮНЕСКО культурным наследием человечества. Это место с XI века является самой оживленной площадью Африки. Климат Марракеша отличается жарким и сухим летом с температурой, достигающей 40 градусов, и длительными зимними месяцами с ноября по апрель. Марракеш часто называют Красный город из-за своей Медины, построенной из красной битой глины, а также красных городских стен протяженностью 19 километров. Марракеш известен своим многоязычием – арабским, французским и берберскими языками. Марракеш также оставил свой след в сердцах известных личностей. Уинстон Черчилль восхищался городом за контраст между его пустынным расположением и величественными горами Атласа. Ив Сен-Лоран, один из самых известных кутюрье в мире, также обожал Марракеш и часто приезжал сюда в поисках вдохновения. Сейчас посмотрим наш номер. Так, две больших кровати, телевизор, ванна, умывальник, душ, окна. А сейчас посмотрим, как завтракают в нашем отеле. Завтрак здесь очень хороший, приятный, много разных вкусных блюд, обслуживание на высшем уровне. Короче, ставлю 5 этому 5-звездочному отелю. На улице делают фреш и жарят омлеты, а еще разливают настоящий марокканский чай. Thank you. По вкусу марокканский чай — это напоминает чай с чабрецом и еще какими-то специями, плюс много сахара. С отелем дела закончены, можно идти смотреть город. Пойду пешком, пусть машина стоит возле отеля, так и с парковкой хлопот меньше и смогу посмотреть больше. И, соответственно, вам показать. От моего отеля до Медины, это старая часть города, около 3 километров. На улице сейчас плюс 25, так что прогуляться самое то. Апельсины здесь растут прямо на дороге. Я взял один попробовать. Хорош.
так я дошел до входа в старый город. Что, пойдем посмотрим. Да, Марракеш это не Касабланка и не Рабат. Здесь настоящий восточный колорит. Улица закончилась тупиком, приходится возвращаться. На улицах Марракеша чувствуешь себя как в настоящем лабиринте. Медина Марракеша, окруженная крепостными валами, берет свое начало еще в XI веке, когда она служила военным лагерем и рынком. В XII веке здесь была построена Касаба, укрепленная крепость, чтобы защитить город от внешних нападений. Медина Марракеша – это целый мир, включающий в себя тысячи достопримечательностей одновременно. Ее площадь составляет 600 гектаров, а стена, окружающая ее, имеет длину 19 километров. На улицах старого города можно купить традиционные арабские наряды. Женский, например, наряд стоит... Вот этот стоит 250 дирхам или 25 долларов. Мужская кофта стоит около 100 дирхам, это 10 долларов. Это место полно жизни и разнообразия. От базаров и квартала кожевенников до роскошных ряд, большие дома, построенные вокруг сада, и небольших дворцов. А здесь у нас продуктовый базар. Я сразу, как мимо проходил, по запаху почувствовал. Сейчас заглянем. О, местный аромат. This is amber. Amber. Oh, this is good. Ah, A very amber. small piece. Nice. Can we have ideas? What is this now? No. Take a long breath. Ментол. No, it's eucalyptus. Eucalyptus. It's the tears of eucalyptus. It's this one. It's a lemon, a Moroccan lemongrass. Lemongrass. Argan. 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 The real? Yeah. To know the difference between the real or not, you take the bottle like that, shake it well, and you turn it upside down. If you see inside the small bubble, it's good. If you see one huge bubble, it's fake. Короче, если есть пузырьки, значит настоящий. That's the difference. А what the price for this? 30. 30 дирхам? Yeah. 30 дирхам. Что, можно взять бутылочку, попробовать. Конечно, вряд ли настоящий, но сделаем человеку приятно. How do you use it? It's for what? It's for skin and hair. Give me your hand. Пахнет чем-то. Ладно, возьмем. За всю историю моих путешествий я видел немало восточных базаров. Но этот базар в Марракеше самый колоритный. И по внешнему виду, и по запаху. Вместе с курами продают и голубей. Они, кстати, едят голубей здесь. Я уже хожу 2 часа по рынку. Пришло время что-нибудь купить. Как вам такая кофточка? Хозяин просил за нее 800 дирхам. Сошлись на 350. Тем более я оплатил картой. Friend. Окей. Thank you, my friend. You're welcome. Thank you. Bye-bye. Welcome. Гуляя по Медине, попал на настоящую рыночную площадь. Вот она, восточная сказка. Просто не знаю, что сказать. Слова куда-то пропали. Друзья, будьте осторожны. Вам сначала повесят змею на шею, а потом попросят
200-300 дирхам. Но когда я ему сказал, что я с России, сейчас откушу и возьму я голову, вопросы сразу отпали. Они здесь знают, что мы способны на много, если нас разозлить. Покупаем магнитики. Цена 5 дирхам. Ну или 50 центов, или 50 рублей. He stay in Morocco. I give him my sister. No, I give him my sister. He stay in Morocco. Okay. Сейчас зайдем посмотрим магазин ковров. Сейчас узнаем, сколько стоит. What the price for this? The price costs 7,000 euros. 7,000 Euros. Is included 7000 евро. Большой ковер. to Russia. We ship it to Russia. Могут отправить даже в Россию. Я под видео оставлю контакты. This is Arab style carpet. Арабский ковер? 5 million not for 1 square meter. Плотный. Очень плотный ковер. Берберский ковер. What the price for this? This one 45,000 dirham. 45 тысяч дирхам. Dirham. 4,5 долларов. It's made by camel wool. Filling touch. Из верблюда. 1500 евро. Окей. Еле ушел из магазина ковров. Конечно, местные жители мастера продаж. Пришло время найти какое-нибудь уютное место, посидеть и отдохнуть. Настало время ужина. Я нашел хороший ресторан на одной из улиц Медины. Таджин – традиционное местное блюдо. Готовится в специальной посуде с таким же названием. Сейчас будем пробовать. Курица просто бесподобна. Еще местные бродячие музыканты подтянулись. Было очень вкусно. Обошелся мне такой ужин в 90 дирхам или 9 долларов. А сейчас немного прогуляемся по вечерней Медине. Площадь Джема-эль-Фна часто называют витриной традиционного Марокко. В древние времена Джема-эль-Фна получила прозвище «Площадь отрубленных голов» из-за своего страшного назначения. В X веке здесь казнили разбойников и преступников. На закате солнца на площади начинается настоящая жизнь с шумом, гамом и ритмами бендиров, африканский барабан. Здесь можно найти ряды фрешей и магазинчики со сладостями и закусками. Ночная жизнь на площади Джема-эль-Фна просто кипит. Далее на площади начинается театр под открытым небом с различными представлениями и зрелищами. Место зрелищ представляет собой человеческий круг, в каждом из которых зрители могут насладиться разнообразными выступлениями. После представлений можно отдохнуть в одном из кафе, наслаждаясь местными блюдами и наблюдая за жизнью на площади. Уже поздно, пора идти в отель. Как всегда, пойду пешком. За стенами Медины, где под вечер начинается, так скажем, полная помойка, находится совершенно другой город. Здесь аккуратно, чисто, газоны пострижены, через каждые 100 метров стоят урны. Вот такие растут красивые апельсиновые деревья. В общем, южноевропейский цивилизованный город. Сейчас завтракаем в отеле и вперед открывать Марракеш. Итак, отправляемся смотреть Марракеш.
Сегодня поеду на машине, потому что мест предстоит посетить много. Начнем мы сегодняшний день с прекрасного, а именно с посещения музея великого кутюрье, который жил в Марракеше и всей душой любил этот город, что оказало значительное влияние на его творчество. Мы идем в музей Ив Сен-Лорана. Имя великого дизайнера моды Ив Сен-Лорана неразрывно связано с Марракешем. После первого визита в 1966 году он нашел вдохновение в колорите улиц и базаров этого города. Сен-Лоран владел садом Мажореля и виллой в Марракеше, где он работал над своими коллекциями. Его связь с городом была настолько сильной, что после смерти кутюрье его прах был оставлен здесь. В октябре 2017 года в Марракеше открылся музей в его честь, где представлены тысячи предметов одежды и аксессуаров высокой моды. В основной части музея съемка запрещена. Я расскажу так. В одном зале висят картины в арабском стиле, в двух других залах висят эскизы одежды и платья. Но это не просто платье, это произведение искусства. И при выходе, как всегда, магазин с сувенирами. Сейчас возьмем что-нибудь на память. Дал подарок своим девочкам. Говорим мастеру спасибо за его творчество и двигаемся дальше. Марракеш славится своими кожными изделиями. И сейчас мы заглянем в мастерские, где выделывают шкуры животных. Официальные экскурсии сюда не вводят, и туристы добираются сюда самостоятельно. Мастера здесь проводят дубление шкур, вдыхая ароматы ядовитых красок на протяжении всей жизни. Основным дубильным веществом является танин, используемый на множестве этапов обработки кожи. Процесс начинается с вымачивания шкур в растворе извести. Затем они погружаются в раствор голубиного помета для мягчения. Окрашивание происходит в древних чанах, где кожевенники стоят по колено в краске, после чего кожу сушат и отправляют дальше в кожевенные мастерские. Запах здесь, конечно, неприятный, но стерпеть можно. Тем более после трущоб Мумбаи мне уже ничего не страшно. Прямо возле кожевенных мастерских находится магазин, где можно посмотреть, что именно делают из этих шкур. К примеру, эта куртка стоит 3500 дирхам или $350. Кстати, дорого, надо торговаться, потому что в Италии я, похоже, купил за 200 евро. А вот такая сумка будет стоить 2000 дирхам или $200. So Russia people, welcome. Morocco is France. Welcome Russia. Welcome here. Russia. Как я смотрю, местные жители очень любят русских. Хотя и не только в Марокко, но и во всех мусульманских странах к русским относятся очень хорошо. В этой мастерской происходит следующий этап обработки кожи. Вот в таких маленьких мастерских идет уже производство готовых изделий, сумок, курток, ремней и тому подобное. Не смог удержаться от покупки и приобрел вот такой ремень за 100 дирхам. Изначальная цена была 300, но мы же на Востоке, нужно торговаться. Идем гулять дальше по Медине Марракеша. Так, и куда теперь идти дальше? Блин. Опять попал в лабиринт.
главная достопримечательность Маракеша – Куба Аль-Маравидов, воинственной и религиозной династии, которая основала Маракеш в XI веке. Вход в музей платный, цена 50 дирхам или $5. Но мы-то с вами знаем, что некоторыми памятниками архитектуры можно любоваться и снаружи. Эта Куба построена в 1117 году. Единственное, что осталось от той эпохи. Она представляет собой прямоугольный павильон с бассейном для омовений. В течение долгих лет Куба была в плачевном состоянии и недоступна из-за нагромождения более поздней застройки. Основные археологические раскопки начались в 1952 году и привели к обнаружению цистерны и фонтана. Заготовки шкур можно купить прямо на улице. Вот они лежат. Рядом с Кубой Аль-Маравидов располагается дворец Менепхи, в котором находится музей Маракеша. Зайдем. Музей Маракеша размещается в историческом здании дворца Дар-Менепхи, построенного в 19 веке для министра султана. Билет в музей стоит 50 дирхам или $5. В его коллекции представлено множество древних артефактов и предметов старины. Среди экспонатов есть старинные священные книги, включая Коран из Китая, датируемый 12 веком, и редкий суфийский молитвенник. Древние письмена написаны еще на дощечках. Не знаю, как они в этом разбирались. Туристов привлекают украшения юга Марокко, керамика 17-18 веков, тибетские одежды и коллекция антиквариата, которая занимает значительную часть музея. А здесь находятся украшения, которые одевали марокканские девушки в старину. А здесь раньше находился дворцовый хамам, в то время, когда здесь жил министр султана. А вот и родственник тульского самовара нашелся. От музея Маракеша переходим к следующему архитектурному шедевру – Медресе Бен Юсеф. Она находится буквально в 30 метрах от музея. Вот платный билет стоит 50 местных дирхам или $5. Карту в музеях принимать не хотят, просят только кэш. Медресе Бен Юсеф – это одно из величайших произведений исламского искусства в Марокко. Это религиозная школа, названная в честь султана Али ибн Юсуфа, является самой крупной в стране. Она была построена в период с 14 по 16 века. 130 студенческих комнат окружают великолепный патио, открытый внутренний двор, богато украшенный резьбой по кедровому дереву, лепниной, мрамором и мозаикой. А здесь сохранилась оригинальная мозаика. Центральный бассейн на патио когда-то использовался для ритуального омовения. А наверху находились комнаты студентов. Вот я сейчас в одну из них, такая вот маленькая комнатушка, но с видом на внутренний двор. Как мы помним из наших путешествий по Узбекистану, медресе – это высшее учебное заведение. Хотя это медресе уступает по размерам тем, что я видел в Самарканде и Бухаре. Когда паркуетесь где-то в черте города, к вам обязательно подходят местные парковщики, да, в кавычках, и просят заплатить за парковку. Хотя здесь парковки абсолютно бесплатные. Но когда достаешь камеру и начинаешь их снимать, они тут же закрывают лицо и отказываются от денег. Пользуйтесь. Пришло время прокатиться по Медине на машине.
Очень не рекомендую заезжать в старый город, потому что улицы узкие, куча мотоциклов, людей. С другой машины невозможно просто разъехаться. Короче, полный ужас. Чудом удалось оттуда выехать. Одна из главных достопримечательностей Марракеша, мечеть Кутубия, находится прямо напротив площади Джема эль-Фна. Название Кутубия происходит от арабского слова «кутуб», что означает «книги», и связано с рынком книготорговцев, который находился поблизости. Архитектурное великолепие мечети выражается в ее простоте, изящном декоре и пропорциональном балансе, что сделало ее одним из наиболее красивых памятников Магриба. Так называется Марокко на арабском языке. Кутубия послужила прототипом двух других знаменитых сооружений – Хиральды в Севилье и Минарета Хасана в Рабате. Сейчас я приехал в сад Мажореля, одно из самых посещаемых мест в Марракеше. Билет сюда продается онлайн и стоит 150 дирхам или $15. Вход строго по часам. Мое время 15:30. Сейчас у нас 15:10. Уже очередь стоит. Наконец, спустя 20 минут стояния в очереди, я попал в сад Мажореля. Начало 20 века принесло новые стили искусства, среди которых выделялись авангардизм, кубизм и сюрреализм. Художники искали вдохновение в экзотических местах, чтобы развивать свой творческий потенциал. Жак Мажорель, сын резчика по дереву, был одним из таких художников, погруженных в творческую атмосферу с ранних лет. После посещения Марокко в 1917 году Жак влюбился в эту страну и решил остаться. В 1923 году он приобрел в Марракеше виллу и создал вокруг нее уникальный сад, где вдохновлялся и работал. Возле входа в сад стоит такая небольшая беседочка, где целая очередь людей ждет, чтобы там сфотографироваться. Сейчас заглянем, что там внутри. Как видимо, ничего особенного, поэтому я не стал стоять в очереди и сфотографировался просто рядом. После смерти Жака Мажореля в 1962 году сад некоторое время был заброшен, а дом шел под снос. Вилла Мажорель была приобретена Ив Сен-Лораном и Пьером Берже в 1980 году. Они восстановили сад и превратили его в уединенное место для творчества и отдыха. Сад привлекает посетителей своей красотой и коллекцией редких растений. Только посмотрите на эти кактусы-гиганты. Это уже целое дерево. Я немного отъехал от стен Медины, чтобы посмотреть, как живет обычный Марракеш. Кстати, здесь находится магазин натуральной косметики Апиа. По отзывам очень хорошее качество. Совет на будущее, друзья, если что-то хотите купить качественное органовое масло или косметику, или кожу, лучше это покупать вне стен Медины, потому что там все для туристов, рассчитано на Аллаха. В магазинах, которые находятся в городе, вы можете купить достойное качество. Органовое масло с парфюмом 2 в 1. Короче, возьму такого побольше на подарки. Масло органа для еды. А здесь мед продается. Взял немножко масла, мешочек. Такой мешочек мне вышел в $110 или 1100 дирхам. Гуляя по улицам Марракеша, получаешь огромное удовольствие, насколько это чистый, красивый и приятный город. А смесь арабской и европейской культуры делает его очень комфортным для посещения. Но, друзья, главное не путать с Мединой, старым городом, где традиции и порядки сохранились еще со времен Аладдина. Там совершенно другой мир.
День подходит к концу. Это значит, надо найти хорошее место, где можно присесть и подвести итоги нашего путешествия в Марракеш. Говорят, в этом отеле, отель La Residence, есть отличная терраса на крыше. Ну что, заглянем? Друзья, Марракеш — это действительно очень интересный, красивый и загадочный город. Настоящая восточная сказка «Тысячи и одной ночи». Приезжая сюда, вы почувствуете колорит арабской культуры и гостеприимство местных жителей. Ставлю 5 Марракешу и двигаюсь дальше. Говорим Марракешу спасибо за теплый прием и возвращаемся в Касабланку. В глубине веков величественное королевство Марокко взошло на престол истории, сверкающее как самоцвет и обладающее несравненной красотой и могуществом. Следы великих цивилизаций, от финикийцев до арабских завоевателей, увенчали Марокко богатством культурного наследия и архитектурных шедевров, сияющих на фоне векового величия. Напоследок купим танжин. Не смог удержаться. Остановился на трассе. Тут небольшой рыночек. Сейчас будем выбирать. Возьмем желтенький. Цена изначальная была 50 дирхам. $5. Я даже не стал сильно торговаться. Торговались на 40 дирхам. $4. Я думаю, это отличная цена. Легендарные города, такие как Марракеш и Фес, стали бесподобными жемчужинами в короне этой величественной земли, притягивая к себе восторженные взоры созерцателей со всех уголков света. Марокко – это не просто история, это эпос, в котором каждый камень, каждая крепость, каждая песчинка на берегу моря восхищает своим великолепием и благородством. Как всегда, в наших поездках мы останавливаемся на заправке, выпить чашечку кофе, отдохнуть, подышать воздухом. А здесь на заправке целый базар традиционной глиняной посуды. Гаишники уже ждут. Обратная дорога обошлась без штрафов. Слава богу. Путешествие подходит к концу. Сейчас сдаем машину. Слава богу, все в порядке. Люди порядочные. Деньги вернули, все четко. В следующий раз, если приеду в Марокко, обязательно возьму у них машину еще раз. Друзья, последний штрих нашей поездки. Без него она была бы неполной. И, наконец, в аэропорту за несколько часов до отлета это случилось. Дождь над Касабланкой. Еще в детстве я думал, что это за место Касабланка, где дожди идут раз в 20 лет. И вот, наконец, я это увидел собственными глазами. Скорей прольется дождь над Касабланкой, чем не сверкнет твоей улыбки свет. Только нет дождей над Касабланкой. В ту ночь он шел лишь первый раз за 20 лет.